Всем привет, с вами AirDaniel. Сегодня мы поговорим о The Crew 2, сиквеле известной MMORPG-гонки от Ubisoft. Мы посмотрим на игру с разных сторон и будем вникать в детали, чтобы составить максимально объективное и непредвзятое впечатление. Обзор будет разделен на 4 части: визуальное оформление, физическая модель, звуковое сопровождение и игровой процесс. Рассуждая об игре, мы часто будем сравнивать ее с предшественницей, и начнем именно с нее. Поддержка первой The Crew была, пожалуй, самой долгой для гоночной игры. После окончания сезонного пропуска для нее вышло крупное обновление Wild Run, которое полностью изменило игру. Графика стала реалистичной, ввели смену погоды, добавили новые виды транспорта и сбалансировали старые. Но самое главное, полностью изменилась геймплейная мотивация. На место криминальных историй пришел крупный гоночный фестиваль Summit. Через год вышло обновление Calling All Units, позволившее играть за полицию со всеми характерными наворотами. В результате такой мощной поддержки со стороны разработчиков сообщество игроков превысило отметку в 12 миллионов, что для гоночной игры является оглушительным успехом. Однако в этом были не только плюсы. Уже с выходом Wild Run игра потеряла значительную часть своего шарма. Новая графика напрочь вычистила оригинальную атмосферу, подчеркивавшую уникальность каждой локации США. В угоду реализму ночь в игре стала темной, а все города утонули в обжигающей желтом свечении натриевых ламп. Постоянная подгонка характеристик машин, дабы сбалансировать их с новым транспортом и угодить большинству игроков, привела к разглаживанию и размягчению физической модели. Даже звуки автомобилей, которые еще на старте игры были такими разными, слились в бесформенную жужжащую какофонию. Глобальное усреднение – вот что произошло с первой частью игры за 3 года после релиза. Но было ли это плохо? Ведь на самом деле разработчики пришли к новому знаменателю – набору параметров, подходящему для многомиллионного сообщества, к новой точке отсчета, с которой можно начать, не растеряв при этом большинства поклонников. На E3 2017 была анонсирована The Crew 2. Сообщество отреагировало неоднозначно. Поводом для этого стало введение в игру гонок на самолетах и лодках. Стали распространяться шутки про то, что, мол, давайте еще добавят гонки на поездах, танках и далее по списку. Отбросим эти шутки в сторону и лучше обратим внимание вот на что. В течение года с момента анонса Ivory Tower вплотную работали с игроками. Начиная с осени было проведено 5 технических тестов, 2 закрытые альфы, закрытая бета, открытая бета, и даже 3 дня после выхода Gold издания сыграли свою роль. В ходе тестирования разработчики, насколько смогли, учли почти все пожелания игроков, настроили скорость прогресса в игре, сбалансировали искусственный интеллект и вообще всячески отполировали игру. Так что же вышло в итоге? The Crew 2 стоит на тех же 3 китах, что и первая часть. Это огромный открытый мир в виде уменьшенной копии Америки, бесшовный командный мультиплеер и RPG-система, завязанная на тюнинге вашего транспорта и прокачке персонажа. Однако венчает эту конструкцию совсем другой бриллиант, который в первой части валялся в пыльном углу и не привлекал к себе внимания. К нему мы и подведем, а пока встретим игру по одежке. Рискну предположить, что в The Crew 2 изменили тип рендеринга с прямого на отложенный, который имеет ряд преимуществ в качестве визуализации шейдеров, но при этом не поддерживает такой вещи, как сглаживание MSAA. Вместо этого используются 2 других типа сглаживания – FXAA и темпоральное, которое работает лишь когда картинка движется. В сухом остатке вы получаете лесенки на статичных кадрах и мыло на динамичных. Но мыло на этом не заканчивается. Переходим к текстурам. Что ж, на ультра настройках текстура окружения действительно мыльные, вплотную ни к чему подъезжать не стоит. Да и на расстоянии деревья, например, не обладают достаточным количеством листвы, а их лоды уж очень часто повторяются. От тесселяции, то есть карт рельефа, похоже, вообще отказались, и, конечно, большой плюс к оптимизации, но и сильный минус погружению. Тем не менее, интерьеры автомобилей прорисованы довольно четко и приятно смотрятся. То же самое относится и к другим деталям транспортных средств. А вот качество самих 3D-моделей осталось на прежнем уровне, полигонов сильно не прибавилось. Кроме того, зеркала заднего вида так и остались замыленными. Отражение в зеркале кажется ближе, чем на самом деле. Пора вовсе убрать его с глаз долой. Возможной причиной такой жесткой оптимизации является сильно увеличенная дальность прорисовки игрового мира.
С достаточной высоты можно увидеть почти всю карту, что в первой части было просто немыслимо. Тут многие из вас могут сказать, что, мол, если бы в игру не добавили самолеты, то не пришлось бы резать текстуры в угоду такой огромной дистанции обзора. Но давайте пока не будем торопиться с выводами. Вообще, скомпенсировать недостатки графики помогает натуральная цветовая гамма. В The Crew 2 цвета неба, растительности и всего окружения очень естественные. Единственное, что может ослабить восприятие, это желтый фильтр, который добавили еще на ранних фазах тестирования. Как бы то ни было, цвета это не портит, и они становятся еще красивее и сочнее с наступлением сумерек. Ночью игра преображается. Здесь подсвечивается буквально все, причем опять же естественным светом самых разных оттенков. Становится заметным очень качественное вторичное освещение. Затенение окружения тоже реализовано очень хорошо, а вот качество динамических теней, к сожалению, осталось на прежнем уровне. Игровой мир приобретает еще больше красок, когда изменяется погода. Даже простая облачность уже вносит вклад в освещение, поскольку облака здесь объемные. В высоких горах есть дороги, по которым можно буквально ехать через облака, периодически погружаясь в туман с крайне слабой видимостью. В дождь все окружение становится мокрым и поблескивает, когда выглядывает солнце. А еще в игре может наступить зима. Длится она недолго, как смена погоды, но выглядит потрясающе. На дорогах наметается снег, а в ночное время создается ощущение, что вы попали в фильм «Один дома». Под мостами и прочими нависающими конструкциями снега нету, приятная мелочь. Единственный недостаток состоит в том, что машина пачкается в снегу даже когда едешь по обычной дороге. Обновленный игровой движок научился искривлять пространство-время, причем не просто декоративно, а с определенной физикой. Очень жаль, что эта фишка показывается редко. Перейдем к еще одной известной претензии игроков. Место действия The Crew 2 все те же штаты, того же размера, с почти той же дорожной сетью. Так в чем же отличие? Скажу сразу, во всем остальном. По какой бы дороге вы ни проехали, в какой бы город ни попали, вы скорее всего не узнаете это место в сравнении с первой частью. Первое изменение — это сами дороги. У них появился уклон, и они стали уже, за счет чего сразу усиливается ощущение скорости. Деревья теперь растут вплотную к трассе и нависают своими кронами над дорогой, создавая живописный зеленый туннель. Кроме того, растут они неравномерно, да и сами модели растительности и других элементов окружения полностью отличаются от предыдущих, как по качеству, так и по вариабельности. В городах стало как будто бы больше хаоса. Глаза разбегаются от того, куда можно заехать. Ведь разработчики не только добавили множество альтернативных маршрутов и развязок, но и полностью отказались от несбиваемых оград, за которые нельзя было попасть в первой части. На карте появилось и несколько новых локаций, которых прежде не было, а также разветвленная система рек. В общем, теперь есть возможность увидеть виртуальную Америку с совершенно новых ракурсов. В завершении визуальной части обсудим интерфейс. Если в первой части все меню умещалось в смартфон, то здесь его урезали до маленького набора инструментов, а полноценному меню уделили весь экран. И, как показывает практика, это удобнее, поскольку все элементы размещены свободно и все находится на своих местах. Интерфейс карты претерпел существенные изменения. Теперь нет разных уровней масштаба, все непрерывно. Кроме того, карта показывает ваш маршрут за последние 10 минут игры. Ну и приятная мелочь. При использовании ручной коробки передач на спидометре крупным шрифтом показывается текущая передача и появляется точка, показывающая, включилась ли она и является ли последней. Настало время поговорить о физике автомобилей и не только. Как известно, это самая наболевшая тема для игроков первой части. Физический движок The Crew 2 все тот же Havok, однако саму физическую модель игрового мира переработали. Первое изменение, которое бросается в глаза — усиленная гравитация. Ускорение свободного падения близко к настоящему. Это сказалось на устойчивости машин на дороге. Теперь у них гораздо больше сцепления, а ход подвески ощущается значительно лучше. Для транспортных средств добавили целый ворох настроек, которые открываются постепенно и позволяют задать индивидуальные регулировки тормозов, подвески, развала колес, сцепления шин, аэродинамики и других параметров. А для каждой дисциплины можно настроить антипробуксовочную систему, АБС, контроль тяги и помощь при скольжении. Эти настройки действительно влияют на геймплей, и их отключение делает физику интереснее.
Однако создается ощущение, что даже в крайнем левом положении они продолжают работать, поскольку словить разворот все равно крайне сложно. Исключение составляют гоночные машины и формульный болид, где практически все решает аэродинамика. Особенно полезными настройки оказываются для дрифт-каров. Физику дрифта в The Crew 2 существенно улучшили. Держать машину в заносе теперь гораздо приятнее, хотя часто ощущается недостаток мощности, который в принципе лечится апгрейдом деталей, о котором мы поговорим позже. На прохождение трассы также влияет погода. На мокрой и особенно заснеженной дороге сцепление резко ухудшается, и совладать с автомобилем становится труднее. Впечатление от езды усиливается еще анимацией камеры при виде от первого лица, и этого первой части не хватало. Здесь же скажем о модели повреждений. Их ослабили. Теперь разбить машину в хлам практически невозможно. Кроме того, повреждения перестали влиять на ходовые характеристики, как это было в первой части. Зато столкновения с трафиком и другими объектами ощущаются более четко, и машина уже не отскакивает от всего подряд, как в оригинале. Что касается поведения лодок и водометных катеров, то тут все хорошо. Во-первых, прекрасно реализовано взаимодействие с волнами. Как уже не раз отмечали, волна за катером становится тактическим оружием. Во-вторых, катер можно балансировать, наклоняя винты вверх-вниз, чтобы добиться скорости или маневренности в нужный момент гонки. Также существенное влияние на поведение лодки оказывает распределение веса. Хотя многие до сих пор жалуются, что к управлению самолетами в The Crew 2 привыкнуть трудно, я считаю, что их физику слишком упростили. Управление даже проще, чем в GTA, поскольку самолет не реагирует на ветер. В первом техническом тесте реакция на ветер была, но от нее по понятным причинам отказались. Все-таки, чтобы совершать фигуры высшего пилотажа в акробатике и точно ориентировать самолет в гонках, даже сейчас необходимы нехилые навыки. У самолетов есть специальная кнопка экстремального режима, которая позволяет резче крутить бочки и петли. Настройки самолета отвечают за автоматическое подруливание в определенных условиях и за соотношение скорости и управляемости. Стоит также обратить внимание на полностью рабочую приборную панель самолета, где даже выведен GPS со специальной иконкой, поскольку в игре бывают ситуации, когда лететь можно только по приборам. В заключение этой части скажем еще об игре на руле. У меня G27, и должен сказать, обратная связь на нем просто замечательная. Единственное, в настройках по умолчанию выбраны довольно странные пресеты чувствительности, и их нужно сразу поменять. Из недостатков ощущается небольшая задержка ввода, которая была и в первой части, но с увеличением мертвой зоны на один шаг она становится менее заметной. Механическая коробка со сцеплением работает без нареканий. Так все-таки, почему множество игроков считают физику The Crew и вдогонку The Crew 2 плохой? Да, она аркадная, но почему воспринимается так неоднозначно? На самом деле, подавляющее большинство гоночных игр всегда предлагали и предлагают гонки под напряжением. Жесткие соревнования с соперниками, где для победы необходима концентрация и куча энергии. Обе части The Crew, как и Test Drive Unlimited, стоят особняком. Здесь главное не соревнования, а покатушки. Поэтому и машина ведет себя как мягкий диван, залетающий в повороты, вальяжно покачиваясь на бордюрах. В каком-нибудь драйв-клабе это был бы карбоновый ковш, набивающий вам синяки от каждой трещины в асфальте. А в последнем Need for Speed так вообще табуретка. Я ни в коем случае не критикую названные игры, а лишь хочу показать контраст. Поэтому, если играть в The Crew 2, откинувшись в кресле и попивая кофе свободной рукой, получишь удовольствие от физики и отдохнешь. Обсудим теперь звуковое сопровождение игры. Здесь все изменилось, начиная с основания, с перехода от системы F-Mod к технологии Wise. Звуки моторов были полностью переделаны, и теперь они стали гораздо более полными, насыщенными и подчеркивающими характер каждого транспортного средства. Звуки проскальзывания шин, впрыска нитро, прострелов, столкновений и других эффектов тоже были заменены и вышли на новый уровень качества. Более того, теперь звук отражается от любых поверхностей, так что дополнительное эхо можно слышать и на узких улицах города, а не только в туннелях. Звуки интерфейса по своей легкости и ненавязчивости приближаются к Test Drive Unlimited, но сделаны они, конечно, на современный лад. Насчет саундтрека мое мнение двойственно. В игру добавили несколько новых радиостанций и более четко разделили их по жанрам. Здесь есть рок, дабстеп, электронная музыка, современный хип-хоп, классика, эмбиент,
кантри и латиноамериканская музыка. Рок-радио просто замечательное, добавление кантри тоже уместно, да и электронная музыка приятно звучит. А вот все остальное, кроме классики, конечно, это почему-то сплошной низкосортный трап. Даже эмбиент почти полностью оказался в этой куче. Он совсем не такой, как в первой части, просто земля и небо. Тем не менее, общее качество звукового сопровождения остается на высоком уровне. Напоследок, как всегда, самое вкусное – игровой процесс. В игре есть сюжет, причем даже не такой тривиальный, как может показаться на первый взгляд. Вы, начинающий гонщик, засвечиваетесь на телеэкранах серии Life Extreme, и вам поступают предложения из 4 сообществ мотонации. Сообщества очень разные по своему колориту, как и истории вашего восхождения к их вершинам. Сюжет подается в заставках к событиям и стилизованных роликах, дополняющих монологи героев. Общее у каждого клуба одно – нужно победить местного чемпиона. После победы над всеми 4 вам дадут выступить в финальном эпизоде Life Extreme, который просто очень крут, в буквальном смысле. Сюжетные события и обычные гонки реализованы полностью бесшовно. Достаточно проехать через гараж, и выезжать уже надо будет к стартовой позиции. При этом члены вашей команды автоматически получат приглашение. В самой гонке боты ведут себя довольно адекватно, по большей части, и едут в приличном темпе. Как и в первой части, все сюжетные задания, за исключением гонок с боссами и эпизодов Life Extreme, можно проходить в команде. Однако на первый план все-таки вышли индивидуализация и самовыражение. В самом начале игры вам дадут выбрать персонажа, за которого будете играть. Подойдите к этому осознанно, поскольку потом сделать другой выбор будет невозможно. Зато можно будет сменить гардероб. Есть по несколько вариантов на любой вкус. Двигателем прогресса вашей карьеры являются фанаты, которых вы зарабатываете за все действия в игре. Число подписчиков определяет ваш уровень. Первые 5 следуют сюжету и являются как бы ознакомительными. На каждом из них открываются новые события и улучшается ваш дом, по которому можно ходить на своих двоих. С получением легенды прогресс ускорится, и за каждый новый уровень вам будут начислять очки навыков, которые будут циклически распределяться по 3 категориям. По достижении определенных уровней легенды вам будут выдавать различные награды. За события и задания на умения вам также будут платить деньги и давать трофеи в виде деталей для вашего транспорта. Детали для апгрейда характеристик имеют несколько уровней редкости. Редкие имеют 1 перк или мод, а эпические 2. Моды совпадают с большинством навыков и действуют, когда вы за рулем транспортного средства, на котором эти детали стоят. Кстати, если по какой-то причине вы не забрали деталь, ее доставят в почтовый ящик штаба. Также ящики с деталями разбросаны по всей карте и появляются рандомно в определенных местах. Чтобы их найти, нужно двигаться на звук радара, как раньше это было с хостовыми автомобилями. В визуальном тюнинге по-прежнему куча вариантов с разными комбинациями всяких мелочей. Однако качество самих деталей для новых машин и мотоциклов заметно выросло. В свободном режиме теперь можно ставить рекорды скорости, расстояния в дрифте и длины прыжка. На карте отображаются личные, дружеские и мировые рекорды. Заданий на умение во фрирайде стало меньше, хотя добавились некоторые новые типы: радар, акробатика, бреющий полет, слалом по воде и сбивание бакенов. И еще часто попадаются фото-задания, в которых нужно запечатлеть крутой трюк, достопримечательность или выследить животное. Перемещаться по игровому миру можно, мгновенно переключаясь между наземным, водным и воздушным транспортом. Теперь пройдемся по разным дисциплинам и гонкам для них. Сгруппируем их по штабам мотонации. Стрит-рейсинг – это обычные гонки в городских условиях с кучей альтернативных маршрутов и разрушаемых объектов. В дрифт-заездах вам необходимо набирать очки на закрытых трассах. За любое касание множитель теряется. Гонки на драгстерах не претерпели особых изменений. Также 3 раунда с разогревом шин и правильными переключениями. На гиперкарах гонки затяжные, нередко через всю карту по шоссе и на высоких скоростях. Теперь оффроад. Ралли-рейд полностью переделан. Вам нужно ехать по удаленным чекпоинтам по маршруту с кучей развилок и разными условиями для вождения. В мотокроссе важно уметь подбирать скорость перед трамплинами, чтобы правильно приземляться. А в ралли-кроссе гравий часто сменяется асфальтом, и на трассах даже присутствует поворот Джокер, хотя строгих правил для него нет. Переходим к фристайлу.
В акробатике вам нужно набирать очки, выполняя на специальном самолете фигуры высшего пилотажа по заданному списку за отведенное время. На монстр-траках нужно, как и прежде, набирать очки на аренах, хотя есть и гонка. А вот Jet Sprint, водометный катер, это, пожалуй, мое самое любимое. Очень динамичные гонки по мелководью, где важна скорость реакции. Много драйва, особенно от первого лица. Перемещаемся в штаб Pro Racing. На скоростных лодках гоняют по чекпоинтам против соперников и волн, часто выполняя прыжки на трамплинах. Гонки Touring Car проводятся на закрытых трассах в разных конфигурациях, которые, кстати, выполнены значительно лучше, чем гоночные трассы первой части. Также обстоят дела и с гонками Alpha GP на болидах Формулы. Наконец, в гонках на самолетах нужно проходить чекпоинты, точно ориентировав самолет. За правильное прохождение добавляют время, за неправильное отнимают. Здесь стоит подвести промежуточную черту. Все дисциплины в The Crew 2 имеют свои характерные нюансы и очень хорошо проработаны в плане геймдизайна. Они находятся в единой плотной связке и держат друг друга, формируя целостную картину. Геймплей вышел на совершенно новый уровень именно благодаря согласованности гоночных дисциплин. По большому счету, в The Crew 2 просто не могло не быть самолетов или лодок, иначе бы игра не вышла на этот уровень и сам сиквел не имел бы смысла. Но разработчики преодолели этот барьер, приняв непростое решение. Я считаю, что The Crew 2 в том виде, в котором она сейчас есть, это правильное понимание сиквела. Игра не превратилась в кашу, а обрела новую стройную форму, в которой есть место и для нового содержания. Кстати, о содержании. Автопарк игры вырос, и на старте доступно более 200 транспортных средств. Модификации автомобилей под разные дисциплины считаются разными машинами, что в принципе удобно, поскольку нет особого смысла в том, чтобы одна модель была и швец, и жнец, и на дуде и грец. Кроме того, в игре есть два уникальных транспорта — вертолет и ховеркрафт, которые открываются после победы над соответствующими боссами. Они здесь пока просто для фана, но разработчики уже обмолвились, что гонки на воздушных подушках добавятся в следующем обновлении осенью. Двигаясь к концу, рассмотрим три важных особенности игры, которые, на мой взгляд, формируют ее новый стержень. Первая особенность — фоторежим. Он перекочевал из первой части, и здесь, кроме настроек камеры и эффектов, можно менять погоду, время суток и вообще всячески настраивать окружение. Но добавилась и новая возможность, которая на порядок его улучшила. Игра записывает последние 10 минут вашего геймплея, так что теперь в фотомоде вы можете отмотать время назад и найти нужный момент. Это лучший фоторежим в гоночных играх за все время. Вторая особенность — видеоредактор. От редактора первой части не осталось и следа, все переделали. Во-первых, игра может сама показать вам повтор всех 10 минут геймплея с разных ракурсов. И если вас что-то не устраивает, вы можете открыть редактор и самостоятельно расставить ключевые кадры с настройками камеры, погоды, времени суток, эффектов, сделать замедление или таймлапс. Переход от одного ключевого кадра к другому может быть резким или плавным. Камера может следовать за игроком или членом команды, или быть закреплена на одном члене команды и быть нацелена на другого. Может вращаться вместе с транспортным средством частично или полностью, трястись с различной интенсивностью, фокусироваться с различной скоростью. Это лучший видеоредактор в гоночных играх за все время. Третья особенность — редактор раскрасок. В первой части его не было, так что для второй это сразу огромный плюс. Фигуры с легкостью копируются и вставляются, меняются в порядке следования, отражаются по вертикали и горизонтали, с высокой точностью вращаются, масштабируются, искажаются и меняют прозрачность, где мы этого не видели. А еще есть возможность менять формы на ходу, добавлять их в группы и добавлять группы в группы, причем так, что их иерархия сохраняется. Группу можно сохранить в локальную библиотеку наклеек и использовать при создании любых других раскрасок. А еще есть 2D-режим. Суть вот в чем. В нем вы работаете с векторными фигурами, делаете наклейку с любой заданной точностью, а потом размещаете ее на корпусе, и она корректно масштабируется с минимальными искажениями при растеризации. Это лучший редактор раскрасок в гоночных играх за все время. Итак, что представляет собой игра на старте? С одной стороны, это прекрасная MMORPG-гонка с целостным набором гоночных дисциплин. В ней можно получить уникальный игровой опыт, вдоволь наслушаться моторов, полюбоваться пейзажами и отдохнуть. С другой стороны, это лучшее на сегодняшний день средство самовыражения для любителей гонок. Здесь можно с удобством индивидуализировать персонажа, его транспорт, сфотографировать их в лучший момент с выгодного ракурса и даже снять про них фильм.
На будущее разработчики уже составили план обновлений. Что важно, все они бесплатные, а владельцам сезонного пропуска не придется даже тратить игровую валюту. Каждый месяц 2 новых транспортных средства, каждые 3 месяца обновление с новыми игровыми режимами. Кстати, полноценный PvP-режим обещают добавить в декабре, так что будем ждать. Зная, какой была поддержка первой части, можно сказать, что даже если The Crew 2 не станет гоночной аркадой года, она имеет все шансы занять позицию лучшей гоночной аркады пятилетки. Всем спасибо за просмотр. С вами был Дэниел, удачи и новых побед на трассе!